В прошлой части я разобрала, почему в 26-м нельзя просто конкурировать. Сегодня рассмотрю инструменты. 4 вопроса, которые изменят твой бизнес за час. 6 путей, где искать свой океан прямо сейчас. И стратегическая канва. Это такая вещь, которая показывает, почему ты в жопе и как оттуда выбираться. Если ты пропустил первую часть, ссылка в описании, а если готов копать дальше, погнали. Первый главный инструмент — For Action Framework. 4 вопроса, которые изменят твой бизнес за час. Ты берешь свой рынок и задаешь 4 вопроса. Что можно убрать? Что индустрия считает само собой разумеющимся? Нахуй это не нужно. Например, Southwest Airlines, они убрали питание на борту, выбор мест, трансферы и сделали авиаперелеты дешевыми, как автобус. Второй. Что можно сильно уменьшить? Например, что можно сделать ниже стандартно? Например, как цирк дю Солей. Они уменьшили роль животных и клоунов, то, без чего цирк не мыслил, просто вообще не представлялся возможным. Третье. Что можно повысить? Что поднять выше, чем у всех? Тот же цирк дю Солей, они повысили театральность, художественность, уровень постановки. Четвертый вопрос. Что можно создать? Чего индустрия еще не предлагала? Они, например, создали новый жанр — цирк для взрослых. Когда ты проходишь по этим 4 вопросам, у тебя рождается новая стратегия. Не просто улучшить старое или создать новую ценность. Прямо сейчас возьми свой бизнес и пройди по этим 4 вопросам. Результатами поделись в комментариях. Второй инструмент — это 6 путей. Куда смотреть, чтобы найти свой голубой океан? Первый путь — это загляни в смежные отрасли. Посмотри, чему можно научиться у других индустрий. Например, Каспер пришел в матрасы из IT, упаковал матрас в коробку, убрал посредников и дал 100 ночей для теста. Второй путь — посмотри на стратегические группы. В каждой отрасли есть люкс и эконом. А что посередине? Да простят меня все владельцы Toyota Lexus, но это именно как раз-таки тот пример. Они сделали люкс по цене эконома. Третий путь — изучить цепочку покупателей. Кто реально принимает решения? Например, в B2B это часто не пользователь, а закупщик. В детских товарах не дети, а родители, потому что именно они принимают решение о покупке. Четвертый путь — это посмотри на дополнительные товары и услуги. Что люди покупают вместе с твоим продуктом? Например, как сделали это IKEA. Они поняли, что люди покупают не мебель, а решения для дома. Они добавили доставку, сборку, дизайн проекта, упаковали все. Пятый путь — залезьте в голову клиенту функционально и эмоционально. Часто индустрия фокусится на функциях, а клиенту важны эмоции. Часы — это не про время, это про статус. Шестой путь — загляните в будущее. Что изменится через 3-5 лет? Те, например, кто вложился в электрокары 10 лет назад, сейчас, я думаю, хорошо себя чувствуют. Третий инструмент — это стратегическая канва. Это такой график, который показывает, где ты находишься по сравнению с конкурентами. Как это делается? По горизонтали — факторы конкуренции в твоей отрасли, например, цена, качество, сервис, ассортимент, скорость, дизайн, что угодно. По вертикали мы берем уровень предложений, низкий, высокий. То есть ты наносишь кривую своей компании и кривые основных своих конкурентов. Если кривые у тебя совпадают, то вы в Красном океане. Вы все боретесь за одно и то же. То есть пытаетесь быть чуть лучше в одних и тех же параметрах. Если твоя кривая отличается, ты либо гений, либо дундук. Чтобы понять, глянь на продажи и маржинальность. Итак, задание. Нарисуйте канву для своего бизнеса. Если кривая совпадает с конкурентами, ты в жопе. В третьей части расскажу, как из этого выбраться. Еще один полезный инструмент — это карта полезности покупателя. То есть ты смотришь весь путь клиента. Покупка, доставка, использование, обслуживание, утилизация. На каждом этапе ищешь, где у него боль. Где он теряет время, деньги, нервы, где он испытывает дискомфорт. Где боль, там твой океан. Если ты можешь убрать эту боль, то ты создаешь ценность. Например, такси. Когда они только появлялись, боль в такси — это надо ловить. Неизвестно, приедет ли, цена непонятна. Они, по сути, вот эти современные такси убрали все эти боли одним приложением. Повторяю, если твоя стратегическая канва совпадает с конкурентами, ты в Красном океане. Ты просто еще один игрок. А во второй части мы разобрали инструменты, следующие будут кейсы. Например, NVIDIA, Taylor Swift, Neuralink, как они нашли свои голубые океаны и что мы можем у них забрать. Подпишись, чтобы не пропустить.